Ты чувствуешь это? Вокруг начинают происходить странные совпадения, неожиданные знаки, новые ощущения. Что уже движется, но ты пока не видишь всей картины. Судьба готовит тебе перемены. Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро, мира вам и вашему миру. И сегодняшний наш с вами расклад Таро откроет, что скоро изменится в твоей судьбе и какие события уже начинают формироваться. Настройтесь на себя, на свою ситуацию, возможно, на ситуацию в личной жизни, в отношениях, на работе. Может быть, с тем человеком, который вам нужно выяснить что-либо, какие-либо вопросы. Постарайтесь, чтобы в ближайшие 30 минут вас никто не отвлекал. И мы начнем. По традиции посмотрим, кто пришел на расклад, с какими энергетиками. Тройка мечей. Болит ваше сердце. Сердце у вас не просто болит, а возможно у вас происходит такая ситуация разрыва, где вы страдаете из-за того, что либо ваше сердце разрывается на части от какой-то проблемы, либо вы на разрыв как человек, который вынужден обдумывать, решать и реализовывать очень много различных самых невероятных задач. Возможно, своих в своей жизни, возможно, чьих-то. Тем не менее, вы человек, который сейчас испытывает боль. Это, скорее всего, боль прежде всего сердечная, но может быть это боль физическая. Смотрите, я вижу еще то, что тройка мечей, да, и четверка жезлов дает некую болезненную ситуацию в семье, в узком кругу близких вам людей. И еще я так хочу сказать, что силы, которые разъединяют что-то, там, где разъединять не нужно, в вашем поле они присутствуют. И эти силы, они ближе к вашему семейному состоянию и ближе к родственникам и силам рода. Возможно, кто-то из близких вам людей причинил вам боль, а возможно, с кем-то из близких у вас есть серьезные разногласия. Причем эти разногласия у вас возникли внезапно, спонтанно, неожиданно и непрогнозируемо. Сейчас мы посмотрим с вами, что в центре вашей ситуации. А в центре вашей ситуации дьявол. Действительно, есть какой-то форс-мажор, который произошел неожиданно. Да, вот. Это и есть форс-мажор, да, неожиданная неожиданность, да. И что-то делает вас зависимым в ситуации, в которой вам быть зависимым непривычно, или вы зависите от обстоятельств, или вы даже не могли себе представить, что можете в этой ситуации вообще оказаться и зависеть от этой ситуации. Вот в центре у вас ситуации дьявол, который причиняет боль вам, боль вашим близким, родным, возможно, детям, возможно, взрослым, да. Может быть, кто-то, даже вот у меня такое, из близких людей, ну и не дай бог, кто-то там из детей пристрастился к чему-то, да, а у вас болит сердце по этому поводу, да, вы испытываете боль и страдания из-за того, что кто-то впал в какую-то зависимость, попал в какую-то ситуацию, выйти из которой
ни он сам не может, ни вы с этим человеком не можете, потому что вы или в первый раз в этой ситуации, или вообще себе не представляли, что такое может произойти. Окей. Ну, не очень-то окей ситуация, да, но ситуация болезненной зависимости у вас или у близкого вам человека. Двойка Пентаклей говорит о том, что, ну, как минимум, наверное, мужчина, ну, может быть, и вы, да, кто бы вы ни были, надеется на то, что все изменится, на перемены к лучшему, как минимум с этой ситуацией или ситуацией с работой и с деньгами. Ну, интуитивно даже, вот, интуиция подсказывать может, да? О том, что все будет хорошо. В глубине души вы или этот человек, или вы в паре с этим человеком надеетесь, что все будет хорошо. Но здесь есть аркан башня. И башня говорит о том, что а может быть и все плохо. То есть есть некое колебание между очень плохим сценарием и неплохим сценарием. А хорошего сценария, ну, хороший сценарий как минимум оставить все как есть, как было. Чтобы было уютно, комфортно, тепло, затишно. Да? Хорошо, смотрите, вот ситуация такая, что в центре дьявол, с краю в перспективе башня. И есть некая угроза прямо. И эта башня, да, эта ситуация, она идет по сценарию пока что не очень хорошему, к сожалению. Но шанс на то, что она улучшится, есть, но он невысокий. И если здесь какой-то оптимист или какой-то опытный человек не будет прикладывать усилий для того, чтобы изменить эту ситуацию в лучшую сторону, то есть если опустить руки и запустить ситуацию на самотек, то, скорее всего, боли и страдания будет еще больше, и эта боль и страдания будет еще ярче. Например, ситуация, где кто-то болеет, впадает в зависимость и ничего при этом не меняет, отпуская руки, ситуация ухудшается. Вот такая вот фабула, а вы можете написать, какая из 5 карт вам наиболее перекликается. Первая, вторая, третья, четвертая или пятая. Можете поставить на паузу, если что. Окей. Ну все, я делаю погружение. Начнем мы, естественно, с первой карты. Начнем с первой карты. Вот смотри, тебя сейчас окружают действительно негативные энергии, энергия Мартидо, энергия смерти, 13-й аркан. Это очень плохие энергии, но они ведут тебя к изменениям, противостоять которым очень тяжело. То есть тебя окружают энергии роковые. И здесь судьба не судьба, быть или не быть. Поэтому здесь нужно просто решать в этой ситуации. Если ты будешь решать, то у тебя есть шанс что-то изменить к лучшему. Если, еще раз, это как карта, как подтверждение того, что если ты опустишь руки, то, видишь, твои руки опустятся на пол, прямо на землю, да, упадут твои руки, да. Вот так вот. Поэтому вот те энергии дьявольские и разрушенческие, или энергии разрушения, да, или угрозы, или опасности, они тебя и окружают и ведут тебя к событиям, избежать которых тебе невозможно. То есть у тебя не получится не встретиться лицом к лицу с этим арканом, да, то есть это критическая ситуация. Ну окей. Смотри, из прошлого тебе может помогать твой опыт. Из прошлого тебе может помогать твое упорство, твои знания, твое желание
развивать что-то, и мешает тебе из прошлого только упадническое настроение. Смотри, двойка пентаклей и тройка. Тут все время рост идет. Поэтому опускать руки тебе помешает. Если ты опустишь руки, тебе это точно помешает. То есть, смотри, эта карта просто подтверждает, что нельзя игнорировать вот эту ситуацию. И в ней нужно тебе предпринимать. И если ты этого не предпримешь, ну тогда ты точно будешь либо еще сильнее впадать в зависимость, либо страдать еще сильнее, либо подвергать опасности и себя, и тем людям, ну, о которых может здесь идти речь по четверке жезлов. А четверка жезлов — это члены твоей семьи или твои родственники. Хорошо. Смотри, паж пентаклей. Начинает меняться твой материальный мир, и начинают меняться твои дети, но ты об этом пока не подозреваешь. То есть твое творение и твои близкие люди, особенно дети, твой материальный и финансовый мир уже изменяется. Ты о нем пока об этом процессе, ну, может быть, догадываешься, может быть, чувствуешь, да, потому что ты уже на этом раскладе. Смотри, ускорить этот процесс может отдаление и преследование своей цели. То есть, если ты будешь двигаться и скажешь: так, я этого просто так не оставлю, я буду участвовать в этом процессе, и я поставлю себе цель, чтобы чего-то достичь, тогда вот это событие в твоей жизни ускорит перемены в этом процессе. Поэтому чем быстрее движешься ты, тем быстрее движется этот процесс. И смотри, если тебе этот процесс нужно замедлять, тебе нужно медленнее двигаться, но двигаться при этом. То есть, опять-таки, это карта о движении, да, об отдалении, но все равно принятие участия в процессе. Это стрелец и это стрелец, два стрельца. Смотри, чтобы двигаться вперед, тебе нужно принять нелегкое решение. И вот если, чтобы двигаться вперед, тебе нужно принять решение, во что бы то ни стало, добиваться своей цели, своей позиции. То есть у меня такое ощущение, что тебе нужно дать шанс себе воспользоваться всеми шансами, чтобы достигать своей цели в этой ситуации. Той ситуации, о которой ты сейчас знаешь, на которую ты гадаешь. Поэтому, вот, чтобы идти вперед, тебе нужно принять непростое решение, не опускать руки и пробивать, долбить. Лупай ты цю скалу, как у Ивана Франка, да? Хорошо. Смотри, люди, которые вокруг тебя, они тебе помогать не будут. Ты один на один со своей проблемой. Поэтому, если ты рассчитываешь, что какие-либо люди вокруг тебя тебе будут помогать, лучше этого не делать. То есть лучше не рассчитывать на это. Поэтому здесь, в этой ситуации, нужно рассчитывать только на самого себя. А вот остановить тебя может только твое нежелание что-то делать. То есть никто, кроме тебя не остановит. То есть тебя не удержать. Если ты примешь решение двигаться вопреки судьбе, то у тебя остановить никто не сможет. То есть забрать твой успех, кроме тебя самого, у тебя никто не может. Поэтому твой первейший враг — это отсутствие цели, упадническое настроение, какие-либо минорные настроения или депрессивные состояния. Твои враги — это нежелание двигаться, нежелание достигать, нежелание активного
противостояние. То есть тебе, вот если на тебя кто-то напал, да, условно говоря, да, ситуация, и ты не дал отпор, все, ты проиграл. Если ты даешь отпор и сопротивляешься, тогда у тебя эта ситуация, она развивается, скорее всего, по твоему сценарию. Да, не так быстро, да, не так легко, да, с какими-то очень серьезными затратами, да, с потерями, да, с болью, но все равно она движется по твоему сценарию. То есть ты, опустив руки, теряешь как бы ниточку сценария участия в нем, да, и становишься как бы безвольным участником этого всего. А если прилагаешь усилия, то ты идешь вперед. Окей, ну такой интересный какой-то расклад получается. И вот сейчас можешь поставить на паузу и подумать, о чем этот расклад вообще. Вот о чем вот это упорство. У меня почему-то центральной картой являются вот эти две карты, да, твоих карты. А главными соперниками являются вот эти карты. То есть здесь на расклад пришел человек, который противостоит какому-то злу или каким-то обстоятельствам, которые затягивают. И они прямо, вы знаете, с этим злом или с этими обстоятельствами столкнулись очень внезапно, да. На кого и на что это похоже, можете написать в комментарии. Окей. То есть тебя никто, кроме тебя, не остановит. Ну и смотри, правильный путь покажет то, что ты, когда начнешь сам действовать, это карта эгоистичная до мозга костей, ты будешь чувствовать себя просто спокойнее и увереннее. То есть, вот если спросить, вот какой знак? Уверенность в себе и чувство того, что ты поступаешь правильно, даже с точки зрения чистого эгоизма. А тебе нужно и сейчас тебе и нужно сконцентрироваться на эгоизме. Поэтому ты будешь ощущать внутренний покой, внутреннее эмоциональное успокоение. Ты будешь чувствовать, что так надо, так правильно. И чувствовать себя каким-то плохим, ущербным или эгоистом ты уже не будешь. А знаешь еще какой будет признак того, что ты на правильном пути? Ты перестанешь обвинять себя и реагировать на чужую критику. Перестанешь раздражаться и злиться на человека, который там тебе что-то говорит, да, отвлекает тебя. Вот это вот будет момент самый главный. Смотри, перед тобой открываются бесконечное количество возможностей. То есть ты стоишь перед... ты еще не исчерпал тех возможностей, которыми бы ты мог пользоваться, да, то есть или тебе нужно пользоваться. И перед тобой открывается безграничное количество возможностей. Смотри, на твоем пути появится испытание, где ты будешь самостоятельно решать этот вопрос. И я говорил, что рассчитывать на кого-то не нужно. И самым главным испытанием, которое может появиться на твоем пути, вот первым, это решить самостоятельно. Возможно, к примеру, вот такая ситуация, где ты упал, и тебе нужно встать самостоятельно. Или у тебя нет денег, к примеру. А ты знаешь, что какой-то человек, у этого человека, ты на него можешь положиться. Так вот, тебе к нему обращаться не нужно, к этому человеку, за помощью. То есть из этой ситуации ты должен вырулить полностью на все 100% самостоятельно. Поэтому самое главное первое испытание — выйди из этой ситуации самостоятельно. То есть, чтобы спасти других
и начать спасать других. Ты должен будешь спасти себя сам своими усилиями. Интересно, да, вот как это будет происходить, как ты чувствуешь это. Можно вот сконцентрироваться на этой карте и посмотреть. Здесь в этом и есть ответ. Смотри, вот это вот неожиданная встреча, которая изменяет ход твоих событий. И здесь неожиданная встреча в пути. Вот эта неожиданная встреча в пути, скорее всего, это будет мужчина. Может быть, мужчина сам. Может быть, мужчина с детьми. Может быть, мужчина с семьей. Скорее всего, это какой-то семейный мужчина. Но все равно это на первом месте мужчина, который управляет какой-то ситуацией. Поэтому на ход твоих событий повлияет поездка, переезд и путешествие, и мужчина, который будет в этом поездке, в этом переезде. Или мужчина, который управляет не только своей семьей, но и, возможно, берет ответственность за других людей на себя. Вот неожиданная встреча с мужчиной в пути, да. И смотри, вот в этот период перемен в твоей личной жизни будут происходить самые невероятные и волшебные события. То есть это магические события или события, о которых ты не знаешь, не представляешь, не подозреваешь и не представляешь, что ты можешь в них оказаться. И в твоей личной жизни в этот период придет знание и откровение. То есть ты получишь ту информацию, которая тебе может открыться только если ты попадешь в эту ситуацию. В любой другой ситуации эта бы информация тебе не открылась. Поэтому в твоей личной жизни произойдет инсайт самой чистой воды. Ну, инсайт может идти тебе не только от мужчины, может идти и от женщины, кстати. Но и в этот период, который ты связан с этой ситуацией, тебе открываются дороги и двери. А возможностей у тебя получается очень много. Тебя даже, можно сказать, к возможностям твоим и к дверям к твоим подводит дух. Ведь ты ведомый или ведома духом. Эти изменения, которые у тебя будут на твои финансы, на твою работу, будут влиять очень нелегко. Тебе будет и с работой, и с финансами трудно, так что не расслабляйся и готовься, или просто не удивляйся, если будет какой-то финансовый провал, и на работе будет завал, или будет, ну, как говорится, вся нагрузка упадет на тебя. То есть легко не будет, точно, 10 жезлов. Смотри, в ходе этих перемен тебе откроется тайна из прошлого, тайна прошлых отношений и тайна твоих детей и твоих родителей. Ну и также тайна того, что было оставлено в прошлом. Смотри, то, что уходит из твоей жизни, да, вот старые связи. Должен уйти человек, которому ты испытывал чувства. И, возможно, тайна об этом человеке тебе тоже откроется. Поэтому станет крепче отношение к новым людям или к новому человеку, а к старому человеку у тебя эти отношения к предыдущему будут остывать. Вот так вот. И смотри, ты посмотришь на жизнь совсем по-другому. Ты начнешь, благодаря твоим внутренним переменам, ты станешь хитрее.
изворотливее. Ты станешь более, знаешь, более осторожным. Вот так вот. То есть твои внутренние перемены сделают тебя более осторожным, где-то, может быть, менее доверчивым к людям, более прагматичным и менее наивным. Вот так вот. Смотри, тебе важно научиться не бояться. Важно рисковать, научиться и рисковать продуманно. Действительно, у тебя 7 мечей, 8 мечей, 7 и 8 по мечам это дьявол. И тебе нужно научиться быть хитрее самого дьявола. Понятно, что, возможно, самого дьявола ты не перехитришь, но не глупее или хотя бы на одну ступенечку ниже по шкале дьявола, да, вот так вот. То есть тебе важно научиться не бояться правде в глаза, не бояться себе говорить правду и не бояться рисковать, но делать это осознанно. Риск твой должен быть осознанный, продуманный, просмотренный и просчитанный. Да? То есть действовать вслепую, наобум, с закрытыми глазами тебе нельзя. Но научиться рисковать тебе нужно и можно. Смотри, для тебя открывается новое направление, да? И это направление, оно у тебя связано с принятием решения. То есть ты станешь более спокойный, более решительный, более уверенный в себе и сможешь решать задачи и достигать тех целей, к которым ты шел долго и неуверенно, гораздо быстрее, увереннее и самостоятельнее. Ты примешь самое важное решение очень скоро, в ближайшее время мы уже об этих переменах, и примешь это решение смиренно, то есть смиришься с тем, что ты должен это принять, можешь это принять, не боишься это принять. Смотри, все по мечам идет. И здесь 17, то есть что-то очень долгое, что ты не мог решить, оно так или иначе, благодаря этим переменам в твоей жизни наконец-то решится. То есть это развяжет тебе не только разум, но и руки. Видишь, они у тебя тут связаны. Вот чтобы двигаться вперед, тебе просто нужно преодолеть свои внутренние страхи. Какие страхи? Все страхи, которые у тебя есть. Вот они. Вот здесь они. Вот в этой карте страхи. Вот здесь другой взгляд на мир. Вот здесь смиренное решение или решение отрешенного воина, а здесь решение двигаться вперед и достигать именно своего результата самостоятельно. Здесь расклад весь о самостоятельности, об отпускании каких-то инфантильных моментов и принятии ответственности на себя. Возможно, вот этот вот человек будет для тебя образцом. Возможно, он здесь у нас есть. То есть, по сути, тебе нужно преодолеть страх движения, страх риска, страх смотреть правде в глаза, и где-то, может быть, это страх ответственности за свои действия. Ну и, возможно, тебе нужно преодолеть страх быть сильным человеком, потому что не все люди не боятся быть сильными, потому что есть люди, которые привыкли быть слабыми. Это как синдром выученной беспомощности, да? Преодолеть его. Смотри, тебе Вселенная дает неожиданный, шанс обладать знаниями и умениями, обрабатывать информацию, понимать, учиться и учить других. Но также Вселенная может тебе дать шанс на союзничество.
на пару, которая тебя понимает. То есть неожиданный шанс — это человек, который понимает тебя, и ты понимаешь его. Но опять-таки это больше карта про обучение, и это карта о том, что Вселенная даст тебе шанс понять другого, понять себя, и тебя будут понимать. То есть, когда тебя понимают, у тебя нет чувства вины, и тебе нет чувства необходимости постоянно оправдываться за свои действия. Смотри, вот что изменится в тебе самой или самом после всего этого. Ты перестанешь беспокоиться, сможешь позаботиться о себе самостоятельно, сможешь решить все вопросы сам или сама, перестанешь обвинять себя и других, ну и избавишься от какой-то навязчивой идеи, может быть, от какой-то паранойи. Но смотри, ты сможешь использовать эти перемены, да, которые в тебе произойдут, в свою пользу, чтобы наслаждаться просто жизнью и кайфовать от своей жизни. Неважно, сам ты живешь или с кем-то. То есть такая гарна приказка «дурному не скучно и самому» для тебя будет подходить. И это не будет портить тебе жизнь. Ну а если у тебя кто-то будет рядом с тобой, то ты будешь в таком состоянии, что не будешь портить жизнь ни ему, ни себе. То есть это о чувстве жизни в кайф. Вот такое вот. Смотри, ключевым моментом на этом пути у тебя будет пауза в отношениях, аскетический образ жизни, обучение чему-то новому, инсайты, прозрение и осознание того, для чего ты пришел в этот мир, кто ты и как тебе быть дальше, даже если ты сам наедине с самим собой. Смотри, твое окружение на перемены в тебе не заметят, а если и заметят, они будут тебя осуждать. Но тебе будет наплевать на то, что, кто, как смотрит на тебя, кто тебя осуждает, как тебя обсуждают. Тебе будет абсолютно все равно. Почему? Потому что бремя страдания, которое заложено в самой первой карте, от тебя отпадет. То есть ты проходишь некую такую трансформацию, в котором ты самостоятельно очищаешься от всей скверны, которая может идти как изнутри тебя, вытесненная скверна внутрь тебя, так и снаружи. То есть ты получаешь некие такие, ты получаешь по сути иммунитет к восприятию мира тобой, то есть ты уже спокойно реагируешь. И мир, даже если неадекватно реагирует на тебя, то у тебя нету реакции. То есть ты не тратишь ни внимания, не реагируешь на мир или на окружение свое, да, это могут быть люди, коллектив. То есть тебя невозможно зацепить. И таким образом, если тебя невозможно зацепить, соответственно, ты не тратишь лишнюю энергию, ты становишься еще сильнее. Понимаешь, как это работает. Интересные у тебя перемены тебя ждут, да? А вот сейчас я вытащу карту. И вот эта карта про интуицию. Смотри, вот если ответить на вопрос, как интуиция влияет на этот процесс твой,
интуиция и твое упорство. То есть у тебя черта характера, именно твоего, она заложена, по-моему, скорее всего, по линии твоего отца или схожа с твоим братом. То есть мужчина какой-то. Так вот, интуиция упорно ведет тебя к тому, что я здесь говорю, что ты чувствуешь на подсознательном уровне. И твоя интуиция в конечном итоге даст тебе возможность устоять на ногах или наоборот не упасть еще раз, когда баланс сил или баланс твоего равновесия будет нарушен. То есть, по сути, ты не сможешь падать там, где падать нежелательно. То есть, где-то будет твоя интуиция даст тебе возможность подстраховать себя на самых скользких участках и на самых нестабильных участках пути, которым ты пойдешь дальше. То есть ты будешь подстрахован каким-то образом, да, то есть интуиция тебя будет страховать. А вот давай смотреть, что произойдет, если ты не примешь эти перемены. Смотри, если ты не примешь эти перемены, то ты будешь продолжать воевать с окружающим миром. Но хуже всего, что в этой ситуации ты еще будешь продолжать воевать с самим собой. А весь расклад, он идет к примирению с самим собой и ведет тебя к примирению с самим собой. Если ты не принимаешь эти перемены, ты продолжаешь войну, ты продолжаешь конфликт, как минимум внутри себя, а в конечном итоге и в окружающем мире, с окружающим миром. И так ты будешь это вести, пока не наступит Армагеддон. И чтобы не допускать этого Армагеддона, тебе нужно проходить внутреннюю трансформацию. А если ты хочешь Армагеддона, то ты его обязательно получишь. Тройка мечей, она уже есть. Окей. То есть, если ты не принимаешь эти перемены, то ты продолжаешь воевать до последнего себя. Услышь это. После этого этапа твоя судьба изменится таким образом, что ты переболеешь очень сильно физически. То есть, болезнь, да, вот физическая и материальная. Ты много потеряешь материально и переболеешь, я не знаю, например, перенесешь какую-то физическую боль и страдания. Обычно трансформация вот по вот этой карте, она так и происходит. То есть даже когда делаешь обряды, ритуалы, да, вот если с точки зрения магии, то когда человек проходит обряды, ритуалы, он болеет, ему больно. И когда обряд-ритуал происходит болезненно, это даже лучший знак, чем он происходит как-то не болезненно. Поэтому, к сожалению, тебе нужно быть готовым, что это тебе, пока ты не испытал, да, вот этой боли и страдания, ты не очистился от негативных последствий своей судьбы. Да, карма, она это болезненная. Болезненный период пребывания, да, в ней. Давай просто спросим. Вот куда в конечном итоге приведут тебя эти события? Будет разочарование. Будет разочарование. И эти события тебя, скорее всего, опять приведут в прошлое. Для того, чтобы ты окончательно понял, с чем тебе надо расстаться и с чем ты по-настоящему должен расстаться. Возможно, смотри, очень такие карты сейчас идут на финал, да. Очень сложные, очень негативные. Но ты здесь, в этой комнате, в этом зале с ненужными вещами, в этом зале с разбросанными вещами. Для того, чтобы действительно избавиться от этого. Они тебя, эти вещи, тяготят. Или эти события, или тебя тяготят даже больше эмоции, чем вещи, события.
Ну, может быть, эмоции, связанные с вещами и событиями. То есть твоя судьба и вот эти события тебя ведут опять-таки в прошлое, с которым нужно понять, что из этого прошлого действительно твое, а что нет. Может быть, в этом прошлом есть твое чувство вины. Может быть, какие-то эмоции или вещи. Может быть, какие-то чувства, переживания. Людей я здесь особо и не вижу, кстати. Здесь какая-то, кстати, или больница, или какой-то магазин, да, вот такой. Заброшенная больница или заброшенный магазин. Смотри. Какие бы события тебя не ждали, да, вот здесь вот по этим 3 картам, помни о том, что Вселенная всегда поддержит тебя на этом пути. Вселенная всегда создает тебе такие обстоятельства, чтобы ты был счастлив. Но вот большой вопрос, замечаешь ли ты эти мгновения? Вселенная будет давать тебе мгновение счастья и будет тебя вести на путь и наставлять на путь, чтобы ты был счастлив. Неважно, в конце пути, но лучше, если ты будешь ловить эти мгновения счастья в процессе, на пути этого пути или на пути к этому пути. Поэтому Вселенная поддержит тебя на этом пути, и ты будешь счастлив. Вопрос только в том, сможешь ли ты различать эти мгновения. Это важно. Итогом этих перемен будет борьба, столкновение и начало новой игры. И если взять концепцию, что весь мир театр, а мы в нем актеры, то итогом этих перемен, которые ведут тебя в будущее, к счастью, есть твое решительное намерение дать отпор. И если ты этого не сделаешь, ты рискуешь проиграть. Проиграть силам тьмы, дьяволу, вот этой вот башне. Но если ты примешь смиренное решение бороться за себя, даже с точки зрения своих эгоистичных каких-то моментов, за которые тебя осуждают, то у тебя есть шанс на выигрыш, на победу. Или есть шанс в будущем вспомнить, как ты боролся за свое счастье и как высшие силы и Вселенная вела тебя к этим счастливым, самым счастливым мгновениям за свое счастье, в борьбе за которое ты находился и так отчаянно боролся. Перемены уже начались, и их не остановить. Ты можешь бояться, сомневаться, сопротивляться, но судьба уже ведет тебя вперед. Теперь вопрос только в одном. Готова ли ты или готов ли ты принять эти перемены и сделать шаг в новую жизнь? Мира вам и вашему миру. Оставайтесь на связи, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, что вы почувствовали в результате этого ченнелинга по пространству варіантів перемен в вашій судьбі. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Па-па.